Будьте здоровы, люди вольные. И сейчас мы будем делать костер под названием свеча. Преимущество этого костра в том, что для него не нужно много дров. На нем очень удобно кипятить какой-то небольшой котелок с водой для чая, для каши, для чего угодно. Вот. Он достаточно быстро делается. Вот. И в принципе для него не обязательно слишком большую площадочку чистить. Для него нам потребуется 3 бревна. Вот. Костер свеча бывает различных модификаций, но я сейчас буду делать из 3 бревен. Вот. Ну что ж, надо их спилить, а потом будем делать чай. Ну вот, когда дрова напилены, можно приступать к тому, чтобы сложить костер. Но костер у нас будет состоять из 3 полений. Для чего же нужно 4-е? А 4-е это будет растопка. Значит, как сделать растопку? Нужно взять полено и расколоть его. Вот так. Потом еще напополам. Ну вот. Вот это вот для щепа подойдет. Почему нужно 2 раза колоть? Потому что самая сухая древесина находится в середине. Ну, вот этого будет вполне достаточно. Дальше нужно взять досочку,
нож. И вот таким вот образом вот так вот нарезается щепа. Можно ее делать побольше, можно совсем стружечку маленькую настругать. Ну, все зависит от того, как быстро хочется разжечь огонь и сколько влаги в древесине. Конечно, лучше, если щепы будет достаточное количество. Тогда огонь достаточно быстро вспыхнет и достаточно быстро это все загорит. Ну вот, когда щепы уже достаточное количество, можно переходить к следующему этапу. Для этого нам нужно взять поленья. Обломать вот эти вот сучья. Следующий момент. Нам нужно немножко полежка стесать. Для чего это нужно? Ну, потому что дерево все-таки, хоть и сухое само по себе, оно все равно какую-то влагу копит. И эта влага в основном находится вот на внешнем периметре, вот здесь вот, снаружи ствола. То есть, чем ближе к середине, тем влаги там меньше. Соответственно, если мы немножко уберем древесину со ствола, то значит, будет более сухое место, соответственно, лучше разожгется костер. Вот. Не нужно это вот колоть его наполовину, обтесать вот буквально краешек где-то сантиметра 2. Ну вот так. Вот такие вот торчащие сучья нужно обязательно сбивать обухом топора, потому что у сосны эти сучья очень жесткие. Можно затупить топор, если бить им. Делаю еще вот такие вот зарубки, чтобы огонь лучше схватывался.
Ну вот. Следующий этап. Ставим поленья. Вот таким вот образом. То есть с тесанными краями как бы вовнутрь. Вот так. Вообще вот здесь бы нужно взять какую-нибудь проволочку и стянуть их, чтобы они не шатались, не болтались. Но это вообще непозволительно таскать с собой проволоку куда-то в поход, да, только для того, чтобы тут стянуть какой-то костер. Поэтому я сходил и добыл вот такие вот колышки. Вот их мы сейчас вобьем вот так. Ну вот, в общем-то все готово для того, чтобы разжигать. Теперь внутрь сначала набрасываются вот такие вот небольшие досочки. Вот так. А затем засыпаем щепу. Даже немножко осталось. Ну все, можно разжигать. Ну вот, свечка разгорается. И
Туда можно подкладывать внутрь дровишки, чтобы огонь пылал жарче. Колоть их можно тут же. Можно это делать с помощью ножа. Главное не засыпать туда слишком много веток, палок, чтобы дать свободу воздуху. Можно даже подуть. Ну, а если есть вот такая дощечка, то можно раздувать ей. Ну вот, костер, свечка неплохо горит. И пока он еще лучше разгорается, нужно сходить и набрать в котелок воды. Ну что, костер замечательно горит. Ставим котелок. Туда в серединку можно подложить немножко. И хоть огонь неплохой, но лишние дровишки не помешают.
У этого костра есть один недостаток. Он не такой жаркий. То есть все тепло сконцентрировано внутри него и выходит вверх, как раз в месте, где бревна состыковываются. А вот здесь, в общем-то, жара-то и нет. Поэтому погреться у него, ну, в общем, почти невозможно. Вода потихонечку закипает, так что можно уже скоро доставать чай. Костер горит неплохо. Вот такое вот пламя. Достаточно высокое, достаточно жаркое. Пока закипает вода, я тут неподалеку нашел вот чего. Это рябина. Вот уже март месяц, она еще висит. И самое удивительное, то что витамины все, ну может не все, но часть точно витаминов не осталась. Поэтому чай будет с рябиной. Ну вот, вода закипела, поэтому сначала добавляю рябину, которую тут нашел неподалеку. Несколько гроздьев ягод. Выглядит, как будто только соспела. Теперь добавим чай. Два пакетика. И немножечко мяты. Пошевелим. Эх, жалко, что камера не способна передать запах, который уже из котелка идет. Помесь лимонного чая, рябины и мяты. Ну вот, замечательный чай готов. Необычный вкус. Что могу пожелать? Ходите чаще в лес, гуляйте, отдыхайте, тренируйтесь, занимайтесь. И никогда ни в коем случае не пейте пиво. Пиво – это ужасное оружие. Оно убивает вас, ваших близких, вашу семью и ваших будущих детей. Никогда не пейте пиво. Пейте вот такой вот чай.